Рады. Мне не надо, нет, спасибо. Спасибо, дорогой, нет. Вот такие кусочки, это соя. Очень вкусно. Обалденно. С утра было нормально, идешь, хорошо, силы есть. Как только солнце выходит, вот эта жара начинается, и сразу силы тебя покидают. Эта духота из вас высасывает все силы мгновенно, всю энергию. Привет, друзья! Намасте, Мираба. Рады. 1 августа. Нам остается в Индии совсем мало времени, друзья. Скоро мы уезжаем с Рокси. Хотя здесь начинается хорошее время. Уже совсем скоро. И казалось бы, вот наоборот, сейчас сюда приезжать надо, а не уезжать. Ну вот как есть. Рады. Вот они. Сидушка от мотоцикла ремонтируют. Рады. Вот. Я вышел, поел момошек. Такие жареные, типа варенички с овощами. 50 рупий стоит здесь. Нашел хорошее кафе, я вам его показывал. Уже там, где чап, вот эти блюда такие прикольные. Непалец готовит там у них, повар непалец. Манудж, кажется, его зовут. Хорошее кафе, недорогое и очень вкусно. Маленькое, 2 столика. Поел, и вот я пойду сейчас, ну, то есть мы вместе с вами пойдем гулять по Вриндавану. Ну, хотя влажность повышенная, но температура невысокая. И я, по крайней мере, немного потею, но с меня не льется, как допустим, я вчера выходил. Было невозможно. Ты выходишь, и ты сразу мокрый через 5 минут. Надо возвращаться и стирать рубаху. Вон, видите, парень. Смотрел я разные ролики, информацию, и вы мне пишете в комментариях, что у многих YouTube плохо работает в Российской Федерации. Спрашивают меня люди, есть ли у меня аккаунт на этом самом, как его, на Рутюбе. Нет, друзья, у меня нет там никакого аккаунта, я никогда не пользовался и не буду никогда пользоваться этой шнягой. Я буду до последнего пользоваться Ютубом, пока не помру. Ну какие проблемы-то? Скачайте VPN любой. Меня спрашивают, какой VPN лучше поставить на нашем телеграм-канале. У нас есть телеграм-канал. Если что, вообще заблокирует этот YouTube, то вот телеграм-канал. Подписывайтесь, чтобы хотя бы быть на связи. Туда буду выкладывать тоже что-то. Есть телеграм-канал, телеграм-чат. Все ссылки в описании. Я решил сходить погулять туда, в ту сторону. В сторону Парикрамы, так сказать. По Парикрамной дороге. Потому что скоро нам с Рокси уезжать, а мы так никуда и не сходим. С вами не погуляем. Что вчера, позавчера, вот все дни, ну невозможно было. Я думаю, пойду куда-нибудь схожу. Прогуляюсь подальше. Выхожу. Дохожу до Парикрамной дороги от своего дома. Все, я уже весь мокрый, с меня течет, невозможно. Я возвращаюсь назад. Там, чаю попью где-нибудь, и все. И обратно домой. Включаю кондиционер и сижу дома. Ну а сегодня вот более-менее можно. Конечно, тоже так жарко, жарковато, но можно гулять. По крайней мере. Такого сильного дискомфорта я не ощущаю. Сходим туда дальше. Ой, бедная собака, видите, ножка у нее где-то. Сходим туда за Кеши-Гат. Я еще там не был в этом году, в этот раз. Туда, в сторону ашрама Дева-Рахабаба. Ну, то есть мы с вами ходили туда за реку по мосту. А сегодня я хочу пройти туда дальше моста. Погуляем, а завтра мне уже надо будет оформлять документы для Рокси. Для самолета, для разрешения на вывоз. Там требуют фотографии кошки, их надо будет распечатать в таком большом размере. Ну, типа как открытка. 2 штуки. Придумали же, зачем им вот эти фотографии кошки, причем такого большого размера. Когда на ввоз оформляешь документы, этого не надо, а на выезд надо. Вот, смотрите, здесь книги продают. Но книги все на хинди. А вот все про Кришну. Вот.
Если бы я мог читать на этом языке красивом. Такие красивые буковки мне очень нравятся. Вот эта письменность называется алфавит Деванагари. Это тот же самый алфавит, что у санскрита. Хинди, санскрит, алфавит одинаковый. А языки разные вообще. Есть там, конечно, сходство, но разные. Это, например, как... С чем сравнить-то? Ну, как старославянский, например, и современный русский. Наверное, так. Вот, давно я здесь не был, в этом районе. Парень стоит модный, в желтой рубашке, в темных очках. Очки могут у тебя... Бандер проблем. Не обращает внимания. Он думает, что его это не коснется. А здесь парень продает все за 5 рупий. У него здесь, видите, такое радио. Все по 5 рупий. Он говорит, все, что вы меня тут видите на этой стоечке, на коляске, все по 5 рупий. Распродажи. Я помню, у нас в 90-х там были такие, на китайский рынок приходишь, и там так все по 50 рублей. Были такие, там китайцы продавали. А вот около храма, смотрите, можно воды попить, вот такая. Они всегда прохладные, но не сейчас. Сейчас это не работает во влажный сезон. Они сейчас просто плесневеют, эти горшки глиняные. Может быть, и дождь будет сегодня. Я взял, конечно, зонтик. Вчера прямо такой дождь был, хороший такой, ядреный дождик. Ближе к Кешигату очень много таких классных ходит ребят, саду такие колоритные. Вот, саду идет и курит эту самокруточки, знаете, такие у них эти биди называются. Такие сигаретки, самые дешевые индийские, похожи на самокрутки из табачных листьев. А они все, вот идет саду тоже, курит сигарету. Как это так? Какой же ты саду тогда, если ты куришь сигареты? Ты должен курить биди. Вот какое здание, да? Смотрите, какое красивое здание, кирпич такой красный. Красный песчаник, очень красиво. Качели, ребята катаются. Смотрите, как романтично. И там можно на лодочке прокатиться. Вон прямо на противоположный берег можно приехать на лодке. Там погулять. Вот я уже подхожу к Кешигату. Но на этот раз я не буду ходить по Кешигату. Мы его обойдем. Там по рынку. Хотя, наверное, пройдусь. По Кешигату пройдусь, друзья. Вот, смотрите здесь. Озеро, по которому можно покататься на этой лодке. Ну, вы понимаете, что я шучу, конечно. Но это так выглядит. Вот если близко вот так снять, с близкого расстояния, то может показаться, что там дальше какое-то озеро, и где можно кататься на лодке на этой. Раньше не было здесь воды. Это вот дождь начался. Дождливый сезон, и здесь затопило немножко. Образовалась лужа. Вот Кешигат. В Индии никто и не додумается замедлять YouTube. Это же надо догадаться. У них тут куча рекламы крутится. Настолько этот YouTube здесь интегрирован в экономику. Если они у себя отключат YouTube, у них тут половина экономики развалится. Если не 80%. Вся реклама всех компаний, всех продуктов идет через YouTube в Индии. Здесь что-то строят новое. Храм строят, видите, вот. Вот такой. Вот я и прошел Кешигат. Можно умыться. Рады? Мне не надо, нет, спасибо. Спасибо, дорогой, нет. Не надо мне. Видишь, я умыться просто остановился. Я не хочу ничего покупать вообще. За Кешигатом начинается хороший участок дороги, где приятно на велосипеде ездить.
Здесь автомобилей довольно мало, потому что сюда трудно заехать. Через Кешегат ты не проедешь по парикрамной дороге, только вокруг. Поэтому, ну, они как-то заезжают там через маленькие улицы, через рынок. Но, тем не менее, здесь их немного. Не так, как там вот до Кешегада на парикрамной дороге. Видите, вот 2 машины. Это очень мало для Индии, для Вриндавана. Вот смотрите, какой храм. Как-то он называется. Я не знаю, как он называется. Вот такой храм. Видно, что это очень древнее здание. И, конечно, везде там макаки. Вот опять зеленая вот эта штука, типа коврика. На самом деле это даже не коврик, это такой пластик. И, кстати, становится жарче сейчас. Ближе к обеденному времени. Красавица, теленок. Красавец или красавица. Ты кто? Бычок или коровка? А? Привет. Маленькая коровка. А здесь смотрите, какая местность. Вот за заборчиком. Травка зеленая, обезьянки. Какие-то кучи коровьего навоза. Прикольно. Эх, Индия. Вот идут 2 классных дядечки в саду. Классные. Какие красавцы. А вот дом вот такой, типичная индийская архитектура. Современная. 2 куба, поставленные друг на друга. А вот это древняя архитектура. Чувствуете разницу? Это древняя архитектура такая. Он такой полуразрушенный, но он крутой вообще. Этот дворец когда-то был, смотрите. Ну вот это современный забор уже. И видно. А здесь тихо. Машин нет. Вообще нет машин. Ни машин, ни мотоциклов. Никого нет. Ну, есть, конечно, но для Индии это совсем нет, можно сказать. Вон, машина только одна идет вдалеке. И мотоцикл. Это очень мало. Сравните с тем, что там на парикрамной дороге. А, вот эта дорога к мосту, к первому мосту на ту сторону. Понтонному мосту. Можно вот здесь через вот эту деревню пройти. Вот так вот идете, видите, здесь вот как деревня такая. Вот все деревья здесь вот так в клетках растут, чтобы коровы не ели. Потом, когда дерево вырастет уже до определенного размера, клетку убирают. А вот эта штука задумывалась, видимо, как остановка чего-то. Автобуса там, которого здесь нету. Видите? Но по факту здесь вот в саду живут. Как такая гостиница для саду. Маленькая. А это что же, какой-то ашрам, наверное, вот это. Большой дом. Объявление о выступлении какого-то гуру. Одного из многих. Смотрите, какой палаточный городок здесь интересный. Такое место. Какие-то навесы там. Палатки. Тут люди живут. Вот здесь можно тоже к реке пройти. Да, становится жарко, как вчера, друзья. Просто время к полудню, вернее, за полудень уже. Я, наверное, сейчас зонтик возьму, вытащу, чтобы на меня не светило солнышко. Нам еще долго идти. Вот такое место здесь, под деревом, около храмика. Здесь много паломников всяких из саду. Вот под этим красивым священным деревом. Видите, вот такое священное дерево. И люди отдыхают здесь. Вот такое место. Здесь вот что-то такое, чего не было раньше. Интересно, что это? Может, какой-то паломнический центр. Здесь все на это заточено. На паломников. Это основная статья дохода здесь. Паломничество. Вот, смотрите, какая красивая статуя. Вот такая. И там Хануман внутри. Здесь тоже вот такое красивое место. В саду сидят. Раскручивают эти
делятся биди вот этими сигаретками. Я помню, они по 5 рупий продавались, эти биди. На Мейн-базаре в Дели. Туристы любили покупать их. Вместо дорогих сигарет вот эти биди индийские. А у них запах такой, знаете. Шоферы всегда курили эти биди в автобусах. Едет он и курит, а такой запах, как солома. Ну там какой-то самый дешевый табак. Самый-самый дешевый. 5 рупий стоила пачка. 20 штук там или 10 штук. Солнышко припекает. Вот сейчас я иду как раз по парикрамной дороге тоже. Вот в этом направлении, как я иду, люди ходят по парикраму вокруг Вриндавана. То есть вот так по этой дороге я могу обойти, если захочу, весь Вриндаван по кругу, весь город. Это 10 километров надо пройти. Солнышко выходит, жарко становится. Решил все-таки зонтик открыть и под зонтиком идти. Оп. И все. И сразу приятно. Вон дядечка тоже идет под таким же зонтиком черным, видите? Как и я. Вот. Дядечка Саду идет под зонтиком. И я иду под зонтиком. И нам хорошо. Там купаются обезьянки. Ох, как она прыгает. Видите, прыгает. С камня обезьянка прыгает в воду и плавает там. Стоять очень жарко. Конечно, грязно очень. Было бы хорошее место, если бы они не выбрасывали сюда вот эту мусорку, не устраивали здесь. Это ужасно. Запах, конечно, тот же. Хорошо, что вы не чувствуете этого запаха, когда смотрите видео. Пока еще цифровые технологии не научились передавать запахи. И это хорошо. Если мусор заретушировать, то можно как бы снимать даже, как будто это открытка какая-то. Парень спит. Еще один парень спит. Вон девушка у себя дома. Все, ушла. Я хотел ее снять. Вот здесь она. В дверном проеме она стояла и разговаривала по телефону. Вот такие домики. Это вот современная индийская архитектура. Так, вот нам сюда, наверное, да? Должна быть прачечная. И мимо прачечной мы можем пройти. Там лужа такая, что через которую я не пройду вообще. Рады. Здесь тоже лежбище котиков. Вот этот храм мне нравился всегда. Интересные здесь вот такие скульптуры. Лев и какой-то демон. Что этот лев делает с демоном, мы промолчим об этом. Ну, лев какой-то с человеческим лицом. Да, вот смотрите. Еще одна остановка такая же. Видимо, несколько их построили. Но опять же здесь просто кто-то спит на ней. Здесь какое-то заведение. Может быть, это школа. Не знаю. Красивая корова нарисована. Белая. И вон там красивый Кришна. Вот, смотрите, какой красавец. С флейтой. Макака сидит. Да, это какое-то учреждение. Возможно, школа или ашрам какой-то. Но там, я смотрю, внутри как-то все тоже заброшено. Довольно. А, вон он тот поворот там дальше. Поворот на Девра Хабаба, ашрам. Тут еще одна остановка. Такая. Прямо их несколько. Может быть, это не остановки, может, это специально сделано, типа, для этих саду, чтобы они здесь отдыхали днем. Вот. Такое место. А вот красивое дерево растет. Необычное. Да? Солнце выглянуло, стало жарко, и снова я мокрый. Я так радовался с утра, что ой, как хорошо, прохладно. Можно гулять. И вон опять солнце, видите, какое небо. Без зонтика никак. Ну хорошо, что поначалу была такая погода прохладная, иначе я бы не пошел сюда. Я бы сидел дома опять. А так погода обманула немножко. О, здесь красота какая, смотрите. Это как раз-то Девра Хабаба. Раньше не было этих фресок, такого граффити.
на стене. Вот нарисовали. Это как раз поворот к Деврахабаба. И вот сам Деврахабаба с телятами. И здесь, конечно же, Кришна. О, ребята упали на мотоцикле вдвоем. Видите? Упали. Ничего. Ничего, сейчас дальше поедут, сядут. Они вон оттуда выехали и на повороте не вписались. Вот, ворота построили. Смотрите, арку построили. И положили асфальт здесь. Вернее, такую вот сделали плитку. Дорогу сделали, мостовую. Туда, к Деврахабабе. Раньше не было, здесь просто грунтовка была. Была такая вообще чисто грунтовая дорога, деревенская. Не узнать. А сейчас нормальная городская дорога стала. Тоже какой-то дом. Это туалет. Это не какой-то дом, это государственный туалет. Вот, пожалуйста, все есть. Можно заходить в туалет, можно зайти и принять душ. Но многие предпочитают это делать на улице, просто где-нибудь у стенки. Вот это прачечная здесь, она как была, так она и есть. Вот так здесь стирают белье, ребята. Вот это прачечная, типичная традиционная индийская прачечная, ручная. И они стирают, а вот здесь вот вывешивают, сушатся эти простыни. То есть можно вот сюда приходить, отдавать свое белье там за копеечку, а вам постирают. Высушат и погладят еще к тому же. Там впереди я уже вижу вот этот купол беседки на свае, где вокруг домика Деврахабаба, которую построили. Башенка такая. Но вот здесь пруд. Он всегда тут был, этот пруд. Да. Даже когда вот этой дороги не было. Сейчас смотрите, какая классная дорога сейчас. Мостовая до самого конца, я думаю, до самого моста. Сейчас там есть мост. Раньше там лодочник просто на маленькой лодочке перевозил вас на другой берег, в ашрам Деврахабабы, чтобы вам не идти вокруг несколько километров. Вот можно было прийти сюда на переправу, и вас лодочник перевозил. А сейчас сделали мост. Вот пруд, смотрите, красиво как. Если бы, опять же, не было мусора вот здесь, вот не бросали бы индийцы мусор, то было бы вообще замечательно. Место, сюда можно было приходить, сидеть, отдыхать. Фу, очень жарко стало здесь. Вот здесь присел, видите, на вот этот камень, кирпич, вернее, остатки стены какой-то. Батарейки перезарядил на камень. А оттуда вот, где деревья, там деревья типа как лесок, такой парк. Оттуда прохладный ветер дует. Приятно. А вот такие здесь деревья в клетках, вот таких бетонных, высаживают. И много-много-много их вон туда до самой реки. Скоро здесь вдоль дороги будет рощица такая из этих вот деревьев. Их специально вот так высадили в таком вот порядке, через равные промежутки. Примерно равные по-индийски промежутки, чтобы выросли деревья. И будет здесь аллейка такая красивая, тенистая, через несколько лет. Кто-то свои трусы оставил. О, смотрите. Пошел купаться, видимо, в реку, оставил трусы. И потом забыл за ними зайти. Или там в самадхи ушел в реке. Так, какое-то объявление. Видимо, кто-то пропал. Похоже, что это как бы missing. Да. Вот смотрите. Вот такой человек, видимо, пропал. 11 тысяч рупий. Написано. Награда. А может, преступник разыскивается. Не знаю. Привет, коровка. Тебя привязали, да, к этому дереву. Но она в тени стоит, ей хорошо. Здесь, кстати, прохладнее, около реки. Чуть только солнышко заходит за тучки, сразу уже прохладно. Вот, смотрите, как здесь теперь здесь. Сейчас вот так. Ничего этого не было 3 года назад. Было просто берег реки пустой. И никакой дороги не было. Вообще ничего не было. Друзья, моста-то нету, все.
Разобрали мост. Да, смотрите, мост разобрали. Вон лодка ходит. Лодочка ходит. А я когда на дроне летал здесь, ну, прилетал из другого места на дроне вот сюда. Здесь был мост. Как я и говорил, его, видимо, убрали на время, на сезон дождей. Все, нету моста. Прямо вот здесь был мост. Вот от него остатки. Видите, вот понтоны стоят. От него остатки, от этого моста. То есть мы теперь можем в ашрам Дева Баба вот туда перебраться только на лодке, опять же. Все, что осталось от моста. От понтонного моста. Люди приехали. Опять есть заработок у лодочника здесь. И вон он, ашрам Дева Баба. Конечно, он сейчас вот не поедет, будет ждать, когда людей скопится. Здесь остатки лодки какой-то. Вот такая ржавая. И там кровать стоит. Кто-то на ней живет. Вон там что-то есть. Какие-то гаты построили. Здесь я пройду или только обходить? Надо очень хорошо смотреть под ноги, чтобы не было змей. А, вот здесь можно спуститься. Давайте пройдем. Слышите? Мяу, мяу. Птица, как будто кошка мяукает. Здесь вот какой-то карьер. Добывают. Эту грязь выкапывают. Песок этот речной. Куда-то я забрел в такие места дикие. Ой, ничего себе. Нужно подскользнуться на этой грязи. Вот что здесь построили. Типа такое место. Место отдыха. Чувак спит. Пьяный? Да, пьяный. Пьяница видно. Я индийских пьяниц определяю сразу. Вот, смотрите, как здесь скамейки сделали. Вот такие. Вот такое место. Типа смотровая площадка на реку посмотреть. А это что, магазинчик? Нет. Я бы купил какой-нибудь газировки. Раньше этого, конечно, не было. Тут вообще ничего не было. Вот здесь было просто берег реки был. Пустой абсолютно. И поля, вон там поля остались. А здесь вот такое место. Написано, что, пожалуйста, снимите вашу обувь. Ну вот снимаем мою обувь и идем. Ой, как хорошо здесь. Ветерок. Как кондишку включили. Магазинчика, конечно, тут нет. С Кока-Колы. А, здесь гад для омовений сделали. Место, чтобы можно было подойти туда и искупаться. Набережная. Построили набережную. Напротив Дева Бабы. Вот так. Здесь. С шивалингом есть даже. Небольшой.
там на ступеньках, на гатах запускал дрон немного. Он снял рубаху, видите, она сушится у меня. Эти скамейки каменные, они горячие. У меня рубаха сейчас за 10 минут высохнет. Она мокрая насквозь. А вот это место, за ним ухаживает вон там парень со шлангом, видите, там вдалеке. Он поливает вот эту поляну. Здесь такая приятная травка. Он здесь и живет, у него там такой гаражик, комнатка. И он живет вот здесь, на берегу Ямуны, в тишине, в очень хорошем месте, ухаживает за этим местом. Хорошая карма, как он будет поливать. Там у него мантры играют. Вообще такое место, не хочется никуда уходить. Вот здесь бы я жил. Поставил бы палатку. Здесь рядом с этим саду по соседству. Очень хорошо. Интернет работает, сим-карты здесь. Все нормально. Что еще надо для счастья? YouTube никто не замедляет. Что ж, моя рубаха почти высохла. Сейчас я оденусь и пойду уже обратно. Да, почти сухая уже. Хочу высушить досуха, чтобы снова ее замочить своим потом. Мост разобрали. Но наводнения-то нету. Река какая она была, такая она и есть, собственно. Может, чуть-чуть побольше стало. Но они, видимо, в предвкушении того, что будет наводнение, опять разольется река, они просто разобрали этот мост понтонный, временный, чтобы его не унесло куда-нибудь далеко, все эти детали от этого моста. И вот после дождливого сезона, где-нибудь в октябре, они его построят снова. И интересно, что там в центре Вриндавана такой дороги нет, вот качественной, как здесь, мостовая, к переправе на Деврахабабу. Почему бы не сделать во всем Вриндаване вот такие дороги, как это? Вон там написано Радхарани фарм Вриндаван. То есть вот эти растения, вот эти вот поля вот эти, они принадлежат ферме Радхарани фарм. Вот то, что мы едим во Вриндаване, овощи, вот здесь они выращивают их прямо здесь под боком. Поэтому дешевые овощи. Их не надо везти из другой страны сюда, из Китая. Свое все растет. Ну и получается, когда не урожай, то здесь цены сразу возрастают. Вот на помидоры был не урожай здесь, в этой местности. Своих помидоров не было и завозили откуда-то издалека. И сразу в 4 раза выросла цена. В 4 раза на эти помидоры несчастные. Женщины, индианки покупали по 2 маленьких помидора. Килограмм картошки и 2 маленьких помидора. 3 килограмма манго, килограмм бананов, 5 килограмм арбузов и 2 маленьких помидорки. Честно говоря, я хочу под душ уже, срочно. Под душ и под кондиционер. И поспать. Дядечка сушит свою одежду, выстирал и сушит. Прошло какое-то время и прямо стало супер жарко. Вот это, друзья, коровник. Привет, коровки. Кушаешь, да? Вкусно? Коровник. Рады. No. You come. You come. Иди сюда, говорит. Да, сейчас я буду к тебе еще ходить, я еле иду. Чтоб ты со мной поговорил. Я ему говорю, вот сам задницу оторви от сидушки под тенью. И иди ко мне, поговорим, я к тебе не пойду туда. О, нет, еще далеко до Кеши-Гата. Тут дорога длинная на самом деле. Обратно. С утра было нормально, идешь, тебе хорошо, силы есть. Как только солнце выходит, вот эта жара начинается, и сразу силы тебя покидают. Все. Вот эта духота из вас высасывает все силы мгновенно, всю энергию. Вот тетушка стирает белишко. Рады. Дядечка классно лежит вместе с этими, с кувшинами с водой питьевой. Да. Семья идет куда-то по жаре, не сидится дома. Ладно, я хожу, мне уезжать скоро.
уже вечер наступил. Закат. Закат. 1 августа. И вот уже вечером, в принципе, тоже нормально. Утром сегодня было не жарко. Более-менее прохладно. И вот сейчас вечером, после 6, тоже хорошо. Можно гулять. Но днем, когда я ходил туда, к ашраму Девара Хабаба, сначала было нормально, а потом вышло солнце. После 12 уже к обеденному времени стало вообще невыносимо. Я когда возвращался обратно, пешком шел, я еле-еле дошел до своей квартиры. Было реально невыносимо уже. Душно и жарко. Я минут 10 под холодной водой стоял. Потом включил кондиционер и лег спать. И пару часов проспал вот до заката. Сейчас вышел прогуляться. И опять стало хорошо. Вот как утром было. Вот поменялся месяц, в принципе. И поменялась погода. Наверное, в августе теперь будет вот так. Вон эти опять обезьяна украла очки. Ей дали сок. Но она же не глупая. Она знает, что пока у нее в руках очки, она будет постоянно получать сок. Она забрала и сок, и очки. Я бы на их месте, конечно, не поощрял воров всякими соками и печеньями за то, что они воруют очки. Нужны какие-то более драконовские меры против этих обезьян. Ну, представляете, вы пошли куда-то в магазин, украли что-нибудь, какой-нибудь товар, а вам хозяин магазина вместо того, чтобы вызвать полицию, дает конфетку за то, чтобы вы ему отдали то, что вы украли. Это же абсурд. Понятно, что обезьяны поняли, что можно забрать очки, и пока у них в руках эти очки, то они будут постоянно получать какие-то вкусности от людей. Как-то я помню, снимал ролик на эту тему. Специально ходил, ждал, чтобы обезьяна где-то украла. То есть это было редко. А сейчас это вот можете просто здесь на парикрамной дороге просто встать вот здесь и ждать. И очень быстро это произойдет. Когда много туристов сюда приезжают, из Дели приезжают, так они, может, и даже не знают, что надо свои очки в кармане носить, а кто-то не видит без этих очков вообще. Есть же, если у человека дальнозоркость, например, он близко, он читать не может там без этих очков. А если у человека близорукость, он просто по улице не может ходить без них. И приходится им. Вот этот магазинчик. Наши ребята всей семьей сидят здесь. Всей семьей сидят. Рады. Что, есть чап? Есть чап? Да? А то я 2 раза приходил сегодня сюда. Они говорят, нету чапа этого. Чап, Афгани чап. Пакет. Рады. May I have a cold drink? Cold drink. О. Ага. Сейчас он мне его сделает. Я пойду домой. Буду там есть с Кока-Колы этот чап. Вот смотрите. Мадана Махана. Мандир. Они говорят, вот эти все магазины здесь, видите, вот 1, 2, 3 новые магазины, и у них тоже новый магазин. Им всем меньше 2 месяцев, они пооткрывались здесь как грибы после дождя. Вот эти все. Ну вот этот был, когда я приехал, был. А вот там рядом с ним еще 2 таких же. Но я не думаю, что там еда такого же качества. Хотя, кто их знает. Вот, они, говорят, этот 40 дней, этот там 45 дней магазин. В общем, меньше 2 месяцев им всем. Понятное дело, я раньше и не видел этого магазинчика, что он новый совсем. Сейчас, говорят, народу не очень много клиентов. И как прихожу к ним, он пустой. Думаю, удивительно, так вкусно готовят, там не палец повар у них. И пустой магазинчик. Хороший винтик я нашел. Пригодится в хозяйстве, смотрите, какой хороший винтик с гаечкой.
Не всегда найдешь такое дело в Индии на улице. Ничего нельзя в Индии найти. Я вот какие-то доски мне были нужны, я делал ремонт. Я пошел во Владивостоке. Да, вот пошел, нашел доски. Кто-то выкинул хорошие доски. А мне как раз пригодились, я полки сделал. Здесь надо каждую маленькую дощечку, каждую палочку. Надо покупать, идти в магазин. Кусочек фанерки вы не найдете нигде, никто не выбрасывает никогда. В Турции выбрасывали просто новую мебель абсолютно. В хорошем качестве, я сколько раз видел. Нормальная мебель выкинута. Доски всякие куски там каких-то материалов после ремонта просто выносят в контейнер, ставят там. Ну, кому надо, забирает. Здесь нет, здесь ничего никто не выбрасывает. Коробки картонные вы не найдете даже. Вот нужна вам коробка картонная, посылку отправить или что-то сложить. Вы не найдете коробку картонную, потому что кто-то что-то покупает на Amazon большое. Например, я купил инвертор. Ну, не на Amazon я купил его, а в местном магазине. Все равно я вот храню эту картонную коробку. Потому что вы нигде не найдете здесь просто на улице картонную коробку. В Турции мне была нужна там картонная коробка. Я пошел к магазину, к супермаркету. И взял у них там гора коробок во дворе. Говорю, можно у вас коробку взять? Они говорят, хоть все забирай. А здесь нет. Здесь коробочки эти будут беречь все. Потому что полезная вещь. Посылочку отправить. Что-то упаковать. Надо покупать коробку. А так она у вас есть. Зачем выбрасывать? И получается, люди хранят горы всякого хлама. Вот. Теперь у меня есть чап. Сейчас я приду домой. Я выспался сегодня днем. Что-то буду делать за компом. И буду есть этот чап. Я на этот раз заказал афганский чап. Он, собственно, такой же, как малай чап, только более острый. Малай чап, он с белым соусом. Этот белый соус в Индии называется малай. Такой белый, типа со сливками или там со сметаной делается. Или с йогуртом. Вот эти белые соуса молочные называются малай. А это красный соус. То есть паста с белым соусом, наверное, можно было бы назвать малай паста. А вот этот чап с красным соусом, афгани чап называется, афганский. Он остренький такой. Малай чап, он такой прям нежный такой. Белый соус, это он вообще не острый абсолютно. Острое вам отдельно дают, если хотите, эти кусочки сои там. Потому что, собственно, сам чап это такая соя, мягкая такая соя. Она даже на сою не похожа. Я сначала не мог понять, что это. Думал, может, из муки что-то сделано такое. Такие мягкие кусочки. Говорю, что это такое, вот это чап? Они говорят, это соя. Ну, что-то типа тофу, но не тофу. Какое-то вот производное тофу, может быть. Потому что обычно просто соевые кусочки, вот эти, как называют соевое мясо, здесь тоже продается. Они не такие, там специфический вкус и запах у них есть такой специфический соевый. А здесь нет. Мягкая такая масса, обжаренная. Как бы их сначала обжаривают, эти кусочки сои. Видимо, из тофу они делают все-таки. Как-то с чем-то смешивают этот тофу с какими-то другими ингредиентами, овощами. И потом на палочке, вот, типа как кебаб, да, типа как шашлык. И обжаривают это. А потом снимают с этих палочек, разрезают на кусочки и вот заливают соусом. И снова обжаривают уже соусом. Получается вот этот чап. Либо малай чап, либо вот афгани чап. И там много всяких разных. Я покупаю, собственно, самый такой недорогой, 100 рупий стоит. Афгани чап и малай чап. А там еще какие-то есть чапы, там за 180 есть рупий, за 160 есть. Типа панир чап какой-то есть. Но мне вот понравился этот малай чап, я просто первый раз попробовал, вот это то, что надо. То, что я люблю. Да, вот здесь вот лужа постоянно. Как начались дожди, видите, вот она. Надо обходить каким-то образом. Обруливать эту лужу. И сейчас можно обойти, а иногда тут сбоку рикша стоит, вот прямо здесь. А, вот здесь она стоит, эта рикша. И вам приходится идти по воде, по грязи. Вот в этом домике жил Миша. Видите? Ну, то есть, чтобы вы понимали, это не какой-то храм. Вот он, это просто дом большой довольно. Типа как гестхаус.
Потому что Миша здесь снимал комнату вот здесь вот. Вот она. Миша, наверное, сейчас смотрит и вспомнит. Вот это окно было. Это было Мишино окно. Я так подходил утром, говорил: Миша, привет, Миша. Миша выходил. Это просто дом, типа как гестхаус. Они сдают комнаты. И там есть храм у них свой. А вот здесь построили новый домик, смотрите. Беленький такой. Покрасили, побелили. Повесили кондиционер хороший. Вот, и там еще работы идут. А эта комната уже действующая. Там кондишка у них есть. Вот. Большой, кстати, большой мощный сплит новый, современный. Поставили. Вот, друзья, начался август. И начались приятные вечера. В июле вечера были какие-то жуткие, душные. А сейчас вот вечером нормально я хожу. Хотя днем было жестко жарко. Когда я возвращался с этого, с Деврахабаба места, я же чувствую, что уже невыносимо просто. Вот, то есть утром хорошо, днем где-то после часу очень жарко, часов до 5. И потом после 6 где-то вот уже хорошее время. Можно гулять, не сильно потея. Ну и сейчас, чем дальше, уже тем будет лучше погода. Надо включить свет. О, другое дело. Чем дальше к зиме, тем будет приятнее погода здесь. Вот это Роксичка моя. Моя кошка. Кошка, которая живет со мной. Кошка, которая ходит сама по себе. А также она ходит по моей кровати. Да. Хвостик. Это мой хвостик. Хвостик. Кусь-кусь. Она делает чуть-чуть кусь-кусь, так ласково. Ласковый кусь-кусь делает. И любит, когда я глажу ей шейку. 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 Красавица Рокси. Рыжая принцесса. Турецкая принцесса. Какая-то такая реально элитная кошка. Она по своему характеру. Она как принцесса. Такой у нее аристократический характер. Она никогда не достает, не мяукает лишний раз. Если хочет есть, я там, допустим, все съела ночью. Утром нет ничего, я сплю. Она никогда не приходит, не будет. Она просто ложится около миски своей и спит, лежит около миски. Ждет, когда я проснусь и чего-нибудь ей насыплю в эту миску. Сухого корма или, может, не сухого дам ей. Да, аристократка она у нас. Да, аристократка кошка. Британочка наша. Это британская кошка. Наполовину, мне кажется. Мне говорили знатоки, что это британских кровей Рокси. Хотя мне все равно, какие у нее крови. Британские, не британские или просто подзаборные. Я все равно люблю кошку. Не за породу, а за то, что она кошка. В пакетик положили мне вот вилочку даже. Пластиковую, одноразовую. Вот такой соус острый. Вот такой остренький. Не сказать, что он прям вот невозможно острый. Зеленый соус. И, конечно, сам распаковочка. Распаковочка. Афганский чап. А мне точно афганский сделал? Да. Такая порция. Кстати, порция довольно-таки не маленькая. Это кажется, что тарелочка маленькая. На самом деле порция нормальная. Наедаешься. Вот такие кусочки. Это соя. Вот они. Такие кусочки. Очень вкусно. Обалденно. Еще такой, знаете, запах с дымком. Такой запах дыма.